Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Всем привет, друзья, с вами канал А-ну-ка подсобика. Сегодня хочу вам показать такую программульку, как Toolwiz Time Freeze. Что это означает, многие, я думаю, даже и не знают. То есть это заморозка вашей системы, такая своего рода песочница. Все вы слышали про песочницу Windows, которая появилась в десятке, но она имеет некоторые ограничения, да и не совсем она удобна, честно говоря. Сначала хотел снять видео именно про нее, но сейчас все-таки решил снять видео про Toolwiz Time Freeze. Программа не новая, она еще 2017 года, но работает четко до сих пор, выполняет все свои основные функции. Очень удобно настраивается, хотя интерфейс на английском, там ничего сложного нету, всего лишь нужно установить там 2-3 галочки. Все, погнали. Давайте смотрим. И идем на наш телеграм-канал. Смотрите, тут всего лишь один подписчик. Если кому не трудно, подпишитесь. Ну, как-то совсем несерьезно. Давайте, ребят, немножко будем поактивней. Ну что, вот здесь вот будет такая вот пост. Нажимаете на ссылочку. Сейчас нас перекинет на Google Диск. Это прямая ссылка на скачивание загрузочного файла. Google Диск всегда практически на эти файлы ругается, да не только Google Диск и Яндекс Диск, там в принципе все одно и то же. Файл проверенный, он без вирусов, но я всегда предупреждаю, кто если очень ни к чему не доверяет, то это выбор ваш. Просто сейчас эта программа, не знаю, то ли сайт у них заблокирован, то ли это дело в санкциях, не знаю, не могу сказать, но официально их сайт не работает. Не знаю почему, может это временное явление, вот. Вот. Ну, можно скачать ее из других сайтов, если моему не доверяете. То есть, вот этому вот ссылке. Давайте нажимаем. Все равно скачать. Вот, идет закачка. То есть, что своего рода эта программа. То есть, вы в этой программе можете, когда ее запустите, делать на своем компьютере все, что угодно. Смысл всех этих песочниц, всех вот такого рода программ в том, что вы можете, ну, вот все, что вам заблагорассудится. И после того, как вы нажмете выход, компьютер перезагрузится и все вернется как ровно до того момента, как вы ее включили. То есть в этот момент, когда вы в ней работаете, вы можете делать все, открывать все, скачивать все, все подозрительное, все, что опасное вам кажется, все, ничего там страшного нету. То есть вы все равно, она не даст заразить ваш компьютер. Все, это основная ее функция. Вот. Она не даст заразить ваш компьютер. Просто хочу объяснить простым языком, чтобы было понятно. Так, у меня залетели в загрузки файлик этот. Сейчас его вытащу на рабочий стол. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Вот, я создал под нее вот такую папочку. Сейчас объясню, для чего она нужна. Назвал ее просто вот такими буквами от фонаря. Просто вот вы можете любыми своими. Это я просто так для себя обозначил, что это по первым буквам Toolwiz Time Freeze, по первым буквам программы. Вот. Эта папочка будет нужна вот именно для того, чтобы сохранить что-то свое. Вот то, что вам понравилось, когда вы будете ей пользоваться. Допустим, вот этот файлик, вот вы ему доверились, все, вы проверили его, что он нормальный, все. И вы просто-напросто закинете его сюда, внутрь. Вот. И он, соответственно, после вот этой перезагрузки, когда все вернется на круги своя, он останется у вас. То есть его это не коснется. Все остальное исчезнет. Все, чем вы пользовались, что вы там в этот момент там с компьютером делали, все исчезнет, кроме того, что попадет в эту папочку. То есть эта папка для того, чтобы вам просто-напросто
оставить там в ней то, что, к чему вы уже доверились, чему вы доверяете, то, что вы, в чем вы уверены. Это сделано очень удобно, поэтому вот запомните это. Так, смотрите, установка, два языка, английский и китайский. Русификатор я прилагать не стал, потому что здесь настолько все просто, просто в этом смысла нету. Нажимаем ОК, нажимаем Next, принимаем соглашение. Далее тоже нажимаем Next. Вот здесь галочка обязательно у вас должна стоять. Кэш оставляете точно таким же размер. Вот эта галочка нужна для того, чтобы в случае, когда вы захотите перейти в безопасный режим Windows, она вам, эта программка, не мешала. Вот, поэтому эту галочку оставьте, она пригодится. Вот, можете здесь поставить установку пароля, если нужно. Ну, это не так важно, я думаю. Итак, нажимаем далее и install, то есть идет установка программы. Здесь, друзья, не спешите нажимать Complete, завершено. Выберите нет, стартует пусть программа позже, потому что сейчас после старта вас может выкинуть вас в перезагрузку. Нам это пока не нужно. Закрываем. Все. Дело в том, что при установке эта программа не создает значок, поэтому нам нужно пройти в проводник или в этот компьютер, или в проводник. Вот зайти на диск C, программ Files. Тут найти вот на папочку Toolwiz Time Freeze 2017. Здесь правой клавишей нажать вот на этом значке и выбрать создать ярлык. Запрашивает поместить его на рабочий стол, отвечаем да. Вот он. Вот он наш ярлычок. Все, здесь можно все закрыть. Запускаем программу. Вот, из трея Show Program. Перед тем, как нажать Start Time Freeze, то есть вы просто вам сейчас кое-что объясню, кое-какие настройки. Если вы не хотите, чтобы стартовала программа каждый раз при включении Windows, вот эту галочку не ставим. Здесь как раз нам нужно установить галочку, как раз вот для того, чтобы пользоваться вот этой функцией, добавлять сюда файлы, которые мы хотели бы оставить в процессе работы. Далее во вкладке Setting and Help здесь вы можете скрывать иконку вот эту вот в трее, если вам это нужно. Не знаю, кому это нужно. Включать, выключать пароль, запрос пароля. И пользоваться виджет. Вот такой виджет, он просто может у вас находиться на рабочем столе, чтобы вы видели, включена у вас сейчас программа или нет, если это нужно. Если не нужно, то просто эту галочку можно снять. Творите все, что хотите на своем компьютере, но только после нажатия на кнопку Start Time Freeze. Все. И папочку вот эту вот сюда добавить нужно через кнопку Add Folder. Вот. Она у нас находится на рабочем столе. Поэтому идем в пользователи, админ, рабочий стол. Вот через эту кнопочку вы добавляете эту папочку сюда. Для включения программы просто нажимаете Start Time Freeze. Все, видите, насколько это все просто. Ну вот и все, друзья. Хорошая программа, пользуйтесь на здоровье. Поэтому, надеюсь, напишите в комментариях, насколько она вам понравилась. И предложите, как обычно, всегда прошу вас предложить что-нибудь свое, чтобы всем стало интересно. Может быть, есть и еще более какие-то крутые программы.